Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайки поставьте, не стесняйтесь, товарищи. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, значит есть смысл смотреть один вариант. Есть смысл смотреть до конца. Да? Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты. Часто на вас эта карта выходит. Называю ее муза. Яркая, харизматичная, вдохновляющая. Когда заходите в помещение, мужские глазки так автоматом за вами следят. Головы поворачиваются мужские. Ну, а следом и женщины, наверное. Интересно тоже посмотреть. Умеете удерживать фокус внимания на себе долго, я думаю. Талантливая девочка по этой карте проходит. Так, сейчас дальше. Сейчас посмотрим. Так. Итак. Интересно. Эта карта говорит о том, что у вас может быть сейчас какой-то период, ну это вообще период, скажем так, препятствий в вашей жизни. Не буду говорить, язык не поворачивается, сказать неудач. Ну, как, вообще эта карта читается черная полоса почему-то. Но тут не будем брать так вот именно вот прям черная, темная полоса. Нет, тут скорее у вас какой-то период в связи с вашим, видать, ощущением в социуме, мне так кажется, с какой-то идентификацией себя. Сейчас объясню, о чем тут. Карта одиночества, карта ведьма, карта оппозиции и фатально. И все это с темной полосой связано. Знаете, при том, что вы очень привлекательная женщина, яркая, харизматичная, с такой энергетикой, скорее всего, люди к вам изначально идут для того, чтобы кусочек вот этого какого-то света, харизмы от вас так взять, подпитаться. Ну, тут без негатива. Ну, всегда такие люди привлекают внимание. Скорее всего, вы умеете налаживать контакт, общаться. Скорее всего, там с коммуникациями у вас все прекрасно. Желающих очень много рядом с вами быть. Насчет надежных друзей не знаю, не буду говорить, но таких друзей, шапочных знакомств, приятелей, я думаю, хватает. Но тут такой вот по вот этим всем картам, вот эта карта ведьма, ведающая, говорит о том, что сейчас вы увлекаетесь эзотерикой, те же расклады Таро, кто-то психологией. Тут есть такой запрос на то, чтобы свою жизнь качественно улучшить, да, уровень этой жизни, повысить это качество, разобраться в себе. Вот смотрите, при наличии, вот я же говорю, вот такой внешности, и тут с интеллектом все в порядке, и энергетика тоже, это очень, очень важно. Карта одиночка. Это история о том, что вы, может быть, даже среди вот этого там, как это говорит, песни какой-то, да, поется, в шуме балагана, огромного количества людей, которые могут вас окружать, каких-то типа друзей, да, вы можете чувствовать себя одиноко, вы можете в один момент почувствовать, что это все какие-то люди, которые как поверхностно с вами. Вот пока вы, допустим, им интересны, выгодны, они с вами дружат, общаются. Вот, когда какие-то, может быть, вот не зря же это черная кошка, может быть, какие-то в вашей жизни, ну, неурядицы, какие-то, может, неприятности, да, как у каждого из нас. Вы можете замечать, что, ага, а особо поддержки от них нет. Тут даже особо люди, когда вам плохо, может, не очень-то и проявляется. И там как будто бы их жизнь продолжается, да. Когда вы есть, когда вы на коне, образно говоря, то ну, с вами всегда рады общаться, да. Когда какие-то трудности, вполне возможно, что вы остаетесь наедине сами с этими трудностями.
Вот почему-то мне идет вот такой какой-то такой подтекст, как будто бы у вас сейчас это, я не говорю, что это глобальная полоса, там неприятности, а у кого-то реально может быть как весь мир против вас, там трудности, с одной стороны, может быть, в личной жизни, у кого-то там карьера, у кого-то с родными, еще что-то, вот как бывает такое, да, вот и там, и там, и там, и ты думаешь, когда же эта полоса закончится. Но тут больше как будто бы ваши попытки вот это все осознать, куда я иду, и что мне толку от того, что, да, вот эти вот люди какие-то, они, вот я как огонек какой-то, да, и они как мотыльки летят на этот свет, но мне толку от этого, как будто общение вроде бы есть, но оно, можно сказать, некачественное. Можно сказать, что люди как потребители очень многие выступают. Вот мне как-то так кажется, тут очень много, вот внутри вы обдумываете это. И, скорее всего, для многих одиночество это уже как, ну, как осознанный какой-то шаг, да. Может быть, вам комфортно в одиночестве, может быть, вы не хотите, чтобы точно как вот уже второй или третий расклад, вот эта фраза «лучше никак, чем как-нибудь», да. Лучше уж ни с кем быть, чем с кем попало, да. Тут как-то так вот. При этом показана вот карта оппозиции, вполне возможно, вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Ну, тут даже не это, нет. Видите, женщина и мужчина кричат друг на друга в оппозиции, какие-то тут дебаты, что-то доказывают один второму. При этом вот тут вот силуэт женщины, и тут вот незримо, если так посмотреть, в общем, так оно еще как за этой женщиной сила, это мужской такой еще огромный, как профиль. Это говорит о том, что женщина на самом деле в своих каких-то, ну, в своем желании где-то что-то доказать кому-то, отстоять себя, свое право, может быть, проживать эту жизнь так, как она считает нужным. Вообще почему-то какой-то мог быть конфликт и между мужчиной и женщиной. Тут, в принципе, как будто бы между вами и кем-то еще. Но вы в этом конфликте, на самом деле, за вами правда, если можно так сказать. Вы отстаиваете свое право, да, вот быть где-то счастливой и жить ту жизнь, которую вы хотите жить. Но тут вот как-то мне почему-то вот это все, эта вся картинка, это говорит о том, что и карта вот эта фатальность, это как будто бы у вас сейчас происходят какие-то перемены, может быть, стечение каких-то вот этих обстоятельств. Но на самом деле нет ничего случайного в этом мире. Может быть, конфликт с какими-то людьми. Может быть, у кого-то даже проблемы со здоровьем могут быть по этой карте проходить. Но вот эти карты, они говорят, что это все не случайно. Это все вас как будто бы ведет к тому, что вы меняетесь, кардинально меняетесь. И вы приходите по факту к той, которой вы должны стать. Но оно как-то, может быть, абсурдно звучит, понятно. Но тут как будто ваш какой-то путь, вот ваше, может быть, у кого-то призвание, у кого-то вас сейчас выводят на тот уровень, на какой-то, который, в принципе, вы должны вот занять место вот в жизни, нишу какую-то вы должны занять. Вот сейчас, даже если до вас, может быть, не до конца там доходит, куда я иду, зачем и к чему это все, и зачем такими способами меня ведут, да, если тут лишения какие-то или болезни. Благодаря этой какой-то вот тяжелой ситуации, или, может, стечению каких-то, вот, я же говорю, обстоятельств, или вот этим выяснением отношений, вас, может быть, из одного какого-то места, тут, может быть, это с партнером, да, жизнь с партнером, с одним, или же какое-то, опять-таки, место работы. Вас как убирают оттуда для того, чтобы вы пришли туда, куда вам нужно, девочки. Вот как-то так. Кого-то даже из зоны комфорта вытаскивают, выпинают, прям можно сказать. Потому что многие как засиделись, многие вот этом амплуа какой-то вот такой женщины, музы яркой, харизматичной. Но это, знаете, как внешне очень привлекательно, но как будто бы вокруг вас очень много людей, которые готовы эту энергетику поглощать, брать, восхищаться где-то вами, но взамен ничего не дают. Ну, может быть, как вот такого восхищения какого-то, и все на этом. Может быть, для вас это как урок какой-то, что нужно идти где-то в глубину развития, может быть, искать себя. Тут психология тоже многие увлекаются уже тоже.
Ну, вот это же, тут мне как-то это все говорит о том, что это какой-то вы сейчас проходите урок, и вас опять-таки куда-то к чему-то подводят. Угу. Может быть болезненно, девочки. Может это все проходить. Так, что за темная кошка? Ну вот, почему-то говорят. Вот я спросила, ну что ж это за черная кошка? Вот. Говорит, это как лечение. Вот святая вода, где-то очищение и ваша карта. Святая вода это то есть какие-то старые программки, которые, может быть, были для вас, не буду говорить разрушительные, а может быть, я же говорю, это же самая какая-то пресловутая зона комфорта, из которой мы никто никогда не развивается. Никогда мы не делаем там, если нам более-менее там стабильно, более-менее комфортно, мы никогда из таких вот обстоятельств мы не будем совершать прорывы там какие-то. Ну вот, мне так идет. Так, может быть, кому-то это актуально. Оппозиция не буду тут сильно развивать. Вот, может, и с мужчиной какие-то выяснения отношений. Может быть, желание доказать, я права, я хочу на моих условиях, чтобы отношения развивались. Почему-то есть неудовлетворенность вот тут с каким-то партнером, может, это даже женщины. В принципе, как будто бы есть люди, с которыми вы не согласны, вы не хотите по их правилам то ли продолжать жить, то ли на их условиях как-то, вот, что-то как-то так вот. А у кого-то идет прям взаимосвязь, вот не ладится там у кого-то или в семейной жизни, или в принципе же, говорю, какие-то вот тут есть выяснение отношений. И в связи с этим даже может быть увлечение Таро, вы хотите узнать, почему это у меня все не ладится, вот что не так, если тут я такая красивая, роскошная во всех смыслах, ну, красивая женщина, интересная, яркая, почему в моей жизни все идет как-то не совсем так, как мне хотелось бы. Давайте смотрим. Отсмотрим мы, что от вас скрыто, что скоро откроется, да? Что от вас скрыто, что скоро откроется. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Итак, что от вас скрыто? Ну, девочки, все, что мне выходит, я так и озвучиваю, да. Хотела бы я, конечно, соломки вам подстелить и как-то это лайтове все преподнести и мягче. Но, девочки, тут такой, как будто, знаете, у меня этот юмор, он черный мой очень часто. Примите его, пожалуйста, нормально. У меня тут первая в голову, как вот это вот посмотрела, тут вот эти слезки, заплаканные глазки и печаль карты. Думаю, блин, не хочу я это читать. Вот так вот. А тут вниз посмотрела, тут тоже карта работа, дом, карта бедность, девочки. Ладно, я это о чем? Мне первая в голову пришла мысль такая, думаю, ну что, надо говорить, что придется работать долго, желательно плодотворно, и желательно, чтобы это с таким настроем, что ну, с неба вам ничего не упадет, девочки. Потом думаю, в комментариях сейчас мне опять напишут, да я всю жизнь пашу, сколько же можно, да? Ну, мои хорошие, ну ладно, давайте по порядку. Опять-таки, могу вывести куда-то как-то так, чтобы не все так плохо. Понятно, что не все плохо, период такой, но почему-то вот сейчас от вас скрыто. Потому что где-то высшие силы даже вам каких-то новостей, ну, как будто бы не то, что не дают, не сообщают. Не сообщают вам. Как будто бы вот вы ждете
каких-то, может быть, изменений для себя в лучшую сторону, да, соответственно, хотите. И такое у вас ощущение, что так где же эти изменения? Ну, вот как будто бы, а пока почему-то мне показано, что скрыто, что новости, скорее всего, такие, которые могут вас расстроить. Тут, как я же говорю, расстроить. И карта печали. Это как будто бы вы, девочки, тут как будто бы вы надеетесь на одно что-то, а те новости, которые, ну, вы, скорее всего, можете получить эти новости, да, вот скажем так, можете получить. Эти новости вас явно, ну, расстроят. Тут, видите, такая девочка изображена, у которой этот вафельный стаканчик. Изначально тут была мороженка, как будто бы судьба ее порадовала. В каком плане? Что там купила мороженое или прилетел волшебник на голубом вертолете мороженое, да, и тут принес эскимо. И тут получается самое вкусное, вот как будто бы упало, вот и растекается, да, такая лужица. А остался этот вафельный стаканчик. Вообще не факт, что он вкусный, да, его, возможно, очень... Ну, есть его точно не хочется. Эта девочка смотрит на эту лужицу из мороженого и говорит, это я не поняла, это что, я о нем мечтала об этом мороженом, и что по факту я получила. Тут как будто бы, в общем, хотят сказать, что даже если сейчас вы ждете каких-то новостей, то как будто высшие силы вас даже, ну, вам, может быть, переключают ваше внимание сознательно на что-то, пытаются, да, может быть, пытаются вам сказать, направь свою энергию пока в другое какое-то русло. Почему? Потому что то, чего вы ждете, оно как будто бы пока, ну, нет этих хороших новостей. Ну, вот не знаю. Это вплоть до того, что вы там, пример какой-то приведу, да, вот у вас планы какие-то, там вы получите и зарплату, и премию, еще что-то, а тут в лучшем случае вы получите аванс, в лучшем случае. Вот такой мне пример идиотский, ну, вот извините. Или рассчитываете на одно, да, допустим, на один объем работы, да, который будете там, у вас там, я уж не знаю, там босс, шеф вам какой-то, вам, вы изначально устраиваетесь на работу, у вас там один объем работы, а по факту приходится там вообще выполнять совершенно иные какие-то обязанности, объем работы совсем иной. Вот тут что-то такое может быть, вот какие-то тут вот такие вот. Вот скрыто. Скрыто, что эти новости будут не очень приятные. Это я так мягко сказала. Опять-таки у кого-то новости... Ладно, новости оставим в покое. Так, скрыто. Скрыто от вас. Карта бедность, дом, работа. Что? Скрыто от вас, вполне возможно, что в ближайшее время вам придется, ну, карта бедность, тут видите, человек копеечки какие-то считает. Ну, как минимум, если там вы планируете какие-то там, что вам должны, опять-таки, какие-то выплаты, или вы должны получить доход какой-то, то опять-таки могут быть тут у кого-то незапланированные эти траты, то есть того, что у вас есть материалки, может не хватить, или впритык как раз. Или, кстати, с домом связано, опять-таки, может быть, у кого-то, ну, не знаю, может, не запланировано, не приведи Господи, там, трубы какие-то, не знаю, как это прорвет, да, приходится вызывать там уже специалистов каких-то для того, чтобы эту поломку устранить. Это я пример привожу. У кого-то с домом элементарно тоже там какие-то вам нужно, может быть, ремонт, может, тоже какие-то проблемы. Вот тут такое, девочки, как будто бы от вас скрыто то, что как будто в ближайшее время вам нужно будет хорошо поработать для того, чтобы перекрыть эти расходы, доходы. У кого-то работать нужно для того, чтобы как-то, ну, как-то хоть на плаву держаться, да, скажем так. И причем дом свой содержать. Что-то мне такое идет. Так, и при этом так интересно.
Состояние будет не очень такое, мягко говоря, карта шторм. Штормить будет, плюс еще карта метла, уж не знаю, может быть, столкнетесь с тем, что от вас скрыты какие-то сплетни о вас, кто-то то ли распространяет, то ли какая-то информация искаженная о вас. Или же вам вообще не захочется, если, особенно если в таком вы состоянии, тут какая-то правда, как, ну не то, что темная полоса, но вот бывает такое, да, вот расстроенная, какие-то новости, не получаете желаемое, что-то может обернуться не так, как вы, ну, надеялись. Вот карта бедность, финансы, проблемы, могут быть трудности, проблемы, столкнуться с этим. И уж точно вы не хотите, чтобы кто-то об этом знал, или уж точно вы не хотите, чтобы по поводу этого какие-то сплетни распространялись. А тут от вас скрыто, что, может быть, за вашей спиной там кто-то шушукается, кто-то что там пытается или о вас узнать. Опять-таки, вот как-то так. Тут может быть это от вас скрыто. И опять-таки состояние такое, вот я говорю, штормит вас. Вот, это как эмоциональные качели. И тут от вас скрыто, что вам в связи с таким состоянием максимально вы захотите, карта маска, максимально скрыть это от всех. Состояние свое, какое-то положение дел. Вот как-то так. Я понимаю, что это не особо какой-то такой веселый расклад. Ну, как вышло, так вышло. Давайте спрошу по работе, о чем это. О том, что вам нужно будет работать много в ближайшее время. Это о чем? Развилка. Это о чем? Тут мне какого-то мужчину показывают. Почему тут работа? Бесплодно. Тут у кого-то, девочки, уход в работу с головой еще отчасти, потому что отношения еще и с мужчиной могут испортиться. Тут карта воин, мужчина, который скорее разрушает, чем созидает. Даже если у вас есть стабильность, стабильные отношения, карта якорь. Вот, отношения с мужчиной могут быть, ну, тут как развилка, то есть состояние такое, знаете, как будто мужчина не особо вдохновляет, не наполняет отношения с ним. Тут у кого-то могут быть и ревности, какие-то выяснения отношений, сущность. Карта кольцо. Вообще как будто бы под большим вопросом можете сами себе задавать вопрос, если вы замужем за таким человеком, а нужно ли мне оставаться в этом браке? А тут и так хреново, как будто бы еще отношения с ним не особо радуют, да, вот как будто бы может быть очень много вопросов. Зачем мне это все, что это мне дает, как-то вот так вот. И кто-то может лишний раз думать, может быть, как с головой в работу, да, чтобы забыться. Но опять-таки, и тут какой-то, даже эта работа вроде не спасает, потому что карта бесплодна, карта огонь и воительница. Это история о том, что вас уже где-то может выводить из себя, выбешивать все, и вы понимаете, что вы сами уже превращаетесь по карте воительницы женщину, которая постоянно с этим мечом наперевес где-то что-то отстаивает свои права, ну, как будто бы, знаете, в семье, желательно, чтобы был мир, покой, да, а тут почему-то какие-то такие воинственные. С его стороны, видите, воин, и с вашей стороны воительница. Ну, тут тоже как маленькое предупреждение. Аккуратней, потому что что-то тут, как, хотел сказать, то ли магнитные бури будут, то ли что-то какой-то такой период будет вот от вас скрыто, что тут будут, ну, неприятности. Состояние не очень хорошее, и вполне возможно это будет отражаться на ваших взаимоотношениях с вашим партнером. Понятно, что оно все отражается. А у кого-то может быть даже претензии, да, если у мужчины все-таки же работа, и мужчина, может быть, вам бы хотелось, чтобы мужчина больше как будто материально вкладывался в отношения, может, заботился, может быть, где-то какую-то работу или как это, дополнительную какую-то вообще вы поняли, дополнительную работу брал какую-то для того, чтобы, ну, материалка, все-таки дом. Может быть, у кого-то потеря работы из мужчины, может проиграться. Тут разное, девочки. Тут как будто бы, я понимаю, что сейчас я все радужнее и радужнее какие-то рисую картинки.
Ну, тут может тоже такое проиграться. Ваше недовольство тем, что мужчина, допустим, недостаточно зарабатывает, недостаточно обеспечивает вашу семью, вот как-то так. Потому что, ну как я могу по-другому вот эту карту, тут дом, карта вот бедность, да, и тут 10 каких-то копеечек рука ложит в этот кошелечек. Ну, вот эти эмоциональные вот качели ваши описаны. Так, давайте посмотрим дальше. Так что вот это от вас скрыто. От вас скрыто такое вот состояние, эти новости. Это как будто первая карта высшей силы, эти как будто бы новости стараются как максимально отложить, максимально вас то ли защитить от этого, оградить от этого. Уж не знаю, как-то так вот. Так, давайте посмотрим, что скоро откроется вам. Интересно. Что скоро откроется вам? Да, девочки, такой расклад, что, конечно, супер позитивный, да, назовем его так. Так, вам скоро откроется, может быть, чье-то, ну, не обязательно тут предательство, но какое-то такое лживое поведение. Скоро откроется, ну, может, факт о каком-то человеке, который мог с вами, общаясь, знаете, свои какие-то там тайные планы строить у вас за спиной. Тут как будто бы у вас за спиной человек держит, у себя за спиной человек держит кинжал. То есть какие-то скрытые мотивы, подлость, предательство. Вот это скоро откроется. Причем этот человек в один момент может открыться. Сейчас он проигрывается и как вампир, и как тайный враг. Вот тут что-то такое. То есть для вас это вот скоро откроется. Какой-то такой человек. Так, а что-то он... Это вы? Ну, скорее всего, вот эта вот карта, то человек разбрасывается этими облигациями, купюрами, сейчас я выговорю, в общем, сорит деньгами. Но тут не факт, что этот человек прям в смысле сорит деньгами. Тут я уточнила, это вы? Нет, это не вы. Почему-то вот тут мужчина, воин какой-то. Ну, у кого-то мужчина, у кого-то не обязательно мужчина. Это, в принципе, как тайный враг. И тут энергетика человека, который разрушает, не созидает. И тут человек, который по вампиру берет много. От людей, от всех берет максимально. Нифига в ответ не дает. Тут человек, скорее всего, который тратит, если тратит на себя. Может в один момент вскрыться какая-то вот вам информация о том, что человек, которому вы могли доверять, по крайней мере, там, он мог проигрываться как то ли друг ваш, там, уж не знаю, коллега по работе, еще кто-то такой, которому, в принципе, вы особо, ну, правда, не было, может быть, у вас никаких звоночков не было сомневаться в нем. А тут выясняется, что человек не то, что себе цену знает, а тут пользуется, старается максимально, может быть, от всех по чуть-чуть урвать, но в том числе от вас, какую-то пользу от вас, какую-то корость ему от вас. Ну, вот тут что-то как будто бы он что-то мог планировать и какие-то совершать поступки с учетом того, что вас мог так и планировал использовать вот в собственных целях. И этот человек вообще вам не друг и не товарищ, да, а тайный враг, вот тут как в маске. Вот тут скоро вскроется какая-то информация об этом человеке. Вот, то есть скоро, я так понимаю, что эта маска спадет с человека, и вы увидите вот все вот это все в неприглядном каком-то свете. У кого-то тут вообще банальность какая-то, такая банальная история может проигрываться, что там плачется, денег нет, там еще что-нибудь, помоги, да, ну, вот я пример такой идиотский, может, привожу, и вы там постоянно там от себя отрываете, там одалживаете денег и помогаете, тут окажется, что человек параллельно мог там, уже не знаю, недвижимость себе на каких-то морях приобретать, да, тут плачется, а тут же оказывается, что он может, ну, это как у меня такие знакомые были когда-то. Ой, при любом таком удобном и неудобном
случаи, плачутся, денег нет, вот там не хватает, одалживаются. А потом оказывается, что у них там множество каких-то, я не знаю, как это, в банке на счету этих лежит сумм каких-то, которые они предпочитают не трогать для того, чтобы там какие-то проценты у них капают, в общем, причем в валюте и во всем, в чем хочешь. И люди отдыхают, оказывается, там себе позволяют очень много. Да, вот как-то так. Ну, как будто бы уровень жизни несопоставим. Вот тут тоже такое может быть, что человек в один момент вам вскроется и покажется, что он живет какой-то вообще такой жизнью, где на себя тратит, не жалея, а может тут прибедняется или, ну, или элементарно просто старается человек вот использовать. Тут такой типаж какой-то, который всех и вся использует. Ну и у вас, скорее всего, будет процесс самобичевания по поводу того, что как я этого не увидела, там, если он там пытался вас использовать или у него получилось. Скорее всего, вот, скоро откроется то, что у вас такое будет состояние. Видите, как этот молоточек в себя гвозди загоняет. И смысл этого, что да ё-моё, опять меня кто-то или попытался, да, сделать, поиметь, или реально использовал. Даже в конце концов, когда же это закончится. Ну, тут как, ну, не знаю, не хочу никаких этих ярлыков навешивать. Может быть такой период, когда вы скажете себе, опять, ё-моё, я ж зарекалась, я никого к себе не подпускаю. Так, о чем вот это, что за траты? Ну вот, о чем траты? Тут у каждого может быть свое, но тут опять человек может показывать, как ему тяжела ноша, как ему тяжело живется. На самом деле это показано солнце и ребенок. Это ребенок эгоистичный, который привык вот как-то, что его потребности на самом деле должны удовлетворяться. А где-то вот настолько, вот как ребенок, топнул ножкой, хочу так, чтобы было. Ну, и особо человек не привык к отказам. Тут очень много людей, как его паутину попали. Может быть, вы даже где-то каким-то образом дадите отпор, воздух, или не дадите желаемого. Ту же сумму денег какую-то, ту же какую-то услугу, на которую человек рассчитывает, да, а вы в полной мере его, не удовлетворите, да, эту потребность его. Вот тут такое тоже может коса на камень найти. Карта лиса. Вот вскроется вот его хитрость какая-то, скоро вскроется натура этого человека. То есть по этим картам может не обязательно мужчина быть, может быть женщина даже какая-то. Вот она, вот вы ее видите в одном амплуа, там, добродетельной такой, которая вам улыбается. А тут в один момент какая-то ситуация так может сложиться, что вот эта масочка, тайный враг, она откроется, а вы поймете, ага, офигеть. Так, что скоро откроется вам? Карта крест, сделка. Тут непонятно, сейчас буду, что скоро откроется. Опять крест. Ой, девочки, что-то мне тут не очень нравится. Вот смотрите, вот крест с одной стороны, крест с другой стороны выпали карты. Это как-то будет касаться, тут карта справедливость, карта род, семья, и тут семья вышла, и тут ребенок. Но опять-таки крест это говорит о том, что что-то, не люблю такое говорить, это как программирование, да. Вот вы должны с чем-то смириться, что-то принять. Тут как будто бы вам придется с чем-то смириться, что-то придется, какой-то то ли поступок вашего ребенка, то ли вот какие-то отношения, вот род, семья, они уже сложившиеся. Как бы вам не хотелось это разрушить, как бы вам что-то там, может быть, не хотелось в чем-то, в какой-то ситуации находиться. Какая-то ситуация такая, которая карта замок. Я подозреваю, это то, что не выносят, как не выносят ссоры из избы, то, что не хотелось бы обсуждать. Это, допустим, какие-то нюансы, да, у кого-то уже сложившиеся отношения с родителями, которые родителей уже как будто не изменишь, можно изменить только свое отношение к там каким-то ситуациям. Но тут как будто какая-то будет ситуация, девочки, карта крест. Вот вам просто как совет. Вот должно вам скоро это открыться.
вполне возможно, какая-то ситуация будет складываться. Это взаимоотношения с более каким-то взрослым поколением, то есть ваши родители, там, родственники какие-то более возрастные, или же отношения ваши с вашими детьми. Тут тоже такое может проиграться. В общем, какая-то ситуация такая, которая, ну, не очень приятная, скажем так. Какие-то нюансы, которые, может быть, хотелось бы этого избежать, обойти, но это все как наружу вылезет. Не катастрофично, но почему-то неприятно. Вот как-то так. Карта крест. Это где-то мы несем ответственность за кого-то, и мы не можем эту ответственность сбросить. Или же пожинаем плоды, да, своего воспитания. Или пожинаем плоды своих каких-то, если там периодически к нам как-то, может, люди относились, да, потребительски, абьюзивно. Это даже в семье может быть такое. Или родные пытались манипулировать. Вы как-то периодически на это закрывали глаза. И тут по накатанной то же самое может произойти. И у вас это может вызвать такое раздражение. А тут как будто бы закономерно. Если вот там закрыли глаза, там, ну, считали, лучше я не буду давать отпор, не хочу вот это все бередить, уже как есть, так есть. А тут как будто бы логично. Карта крест. То есть, ну, где-то придется с этим смириться. Ну, как-то так. Пожинать плоды того, что уже есть. Вот тут такая ситуация. Это больше откроется, это больше как, ну, может, предупреждение, чтобы на это все посмотреть. Или под другим углом на это все посмотреть, или как-то философски к этому отнестись. Ну, потому что я вижу, что особо вы... Тут нет таких каких-то у вас сил с этим то ли бороться, то ли противостоять, то ли как-то... Потому что тут какие-то вот тут близкие люди, тут какие-то вот эти нюансы. В общем, предупреждение для вас. Еще какое-то странное, тут какая-то информация тоже, что скоро вам откроется. Может быть, девочки, тоже не особо оно приятное. Ну, извините, сегодня такой какой-то расклад специфический. Что оно идет как-то, так идет, я считаю. Князь, сделка как с дьяволом. И союз ваш какой-то с ним, с этим человеком. То ли вам опять может открыться какая-то информация о мужчине, который для вас является интересным как партнер, вообще как человек, как лакомый какой-то кусочек. Ну и может быть его как лицо вскроется, да, то есть его какие-то поступки, вы посмотрите на его проявления. Может, какая-то теневая его сторона. Вот тут элементарно, мне кажется, тут может быть, если вы смотрите на мужчину там и где-то его даже на пьедестал ставите, какие-то иллюзии по поводу его можете испытывать, то тут эти иллюзии могут легко рассыпаться. Он окажется совсем не тем, да, кем он вам казался, да, до этого. При этом тут такой тоже подтекст. Мужчина может показать себя, знаете, таким, как вам сказать, слишком практичным, прагматичным, циничным. Мужчина, который ради материалки, денег готов на очень многое, на какие-то даже очень некрасивые поступки. Это все может вскрыться. Ну вот смотрите, всадник и дьявол тоже как-то, знаете, может вскрыться какая-то информация про этого мужчину. Вот, откроется. У кого-то это мужчина, который, в принципе, теоретически, в смысле где-то отстраненно, он вам интересен. У кого-то это может быть и ваш там ближайший, ну, не знаю, родственник, не родственник, может супруг быть, да, партнер. У кого-то тут даже похождения всадники, дьявол, где-то его какие-то похождения, да, по дьяволу. Национальная черная кошка. То, что человек вот по черной кошке, он хотел бы скрыть. То, что он как будто бы оставляет для себя, как за закрытой дверью оставляет. Вот какие-то тут, я даже не буду развивать, вот у кого-то тут и интрижки могут проиграться, у кого-то любовные связи, у кого-то, в принципе, человек ради материалки готов на очень много. Вот тут какая-то такая негативная может информация об этом человеке прилететь, раскрыться, вскрыться. Ну, дай бог, чтобы вы с ним не слишком близко были пересечены, ну, как бы не прям не в союзе были, потому что это может быть очень болезненно. Вот эта карта, это что вы надеетесь с ним что-то построить.
Тут, кстати, история о том, что если какой-то мужчина вас вот этот интересует, то вы вполне возможно, и кто-то начал увлекаться как-то ведьма Таро, эзотерика, для того, чтобы получше понять этого мужчины, получше понять, как найти к нему подход. Потому что тут какое-то слияние такое, тут какие-то бабочки летят, тут как будто бы одна душа на двоих, чуть ли не у кого-то тут прям иллюзия о том, что это чуть ли не близнецовое пламя, это все. А тут окажется, может оказаться, все настолько банально, приземленно и настолько болезненно, что это всего лишь какая-то игра эгоистичного мужчины, эти эмоциональные качели, тут карта огонь, страсти, какие-то ревности. Ну, такое, девочки, тут как будто бы вы могли принять, принять, да, принять желаемое за действительное, да, то есть не то, что я его слепила из того, что было. Он вполне возможно по карте князя является очень интересным, там каким-то лакомым кусочком для многих, социально вкусным продуктом. У кого-то красавчик, у кого-то в принципе тут солнце следит за собой, такой может первое впечатление такое производить. Но по факту может оказаться, что это, ну, это как ширма, вывеска. А на самом деле человечек такой, с гнильцой, да, извините, как идет, так идет. И это все вот то, что вы там, может быть, пытались считать, вот одна судьба у вас на двоих, там какие-то у вас вот романтические какие-то, ну, тут карта очень красивая. Как будто бы то, на что вы возлагаете какие-то надежды, на союз с этим человеком, какое-то общение, может оказаться всего лишь какой-то банальной игрой, где человек просто самоутверждается, да, где ему очень важно быть в ваших глазах каким-то красавчиком таким, подпитываться этой энергией, там, ну, я не говорю, что тут нет каких-то у него эмоций к вам, может и есть, но человек этот больше всего любит себя, да, вот как-то так, вот это все может скрыться, девочки. Как-то так, мои хорошие. Все, больше ничего сегодня не буду докладывать. Стрёмный расклад, понимаю. Что не показывает, о том я и пою. Все, всем всего наилучшего. Надеюсь, в вашей жизни все будет меняться только в лучшую сторону, да. Все. До новых встреч. Спасибо за то, что вы со мной.